Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такую интересную и красивую модель носочков следочков. В самом полотне мы будем использовать оригинальный узор чешуйки. Начнем работу с выполнения задней части, затем сформируем пяточку, продолжим вязать полотно подошвы, выполним носочную часть и после этого основным нашим узором свяжем верхнюю часть. Данная модель выполняется без швов на 2 спицах. Размер модельки 38-39. Как изменить размер, я вам расскажу. Для работы мы будем использовать полушерстяную пряжу. Также нам понадобятся спицы, сантиметровая лента и ножницы. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы наберем 30 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так наберем все петли. Я набрала 30 петель, и мы приступаем к выполнению. Первых 2 ряда полотна мы свяжем резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы будем чередовать до конца ряда, а во втором изнаночном ряду провяжем, как смотрят петли. Мы провязали 2 ряда резинкой 1 на 1, и теперь приступаем к выполнению первого ряда узора чешуйки. Кромочную петлю снимаем, и в первом ряду мы чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы выполним до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда узора. 1 лицевая, 1 изнаночная и кромочная изнаночной петлей. Первый ряд готов. Работу переворачиваем. Во втором ряду будем вязать так. Кромочную петлю мы снимаем, затем провязываем лицевая петля, выполняем накид, при этом накид к себе, а следующую петлю изнаночную подхватываем и снимаем, не провязывая. Снова 1 лицевая, накид, следующую петелечку изнаночную подхватываем и снимаем, не провязывая. Чередуем 1 лицевая, накид к себе, следующую петелечку снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем. Так вяжем до конца ряда. Заканчиваем выполнение второго ряда узора. 1 лицевая, накид к себе, подхватываем изнаночную и переносим, не провязывая. Кромочная, изнаночной петлей. Провязали 2 ряда узора, работу переворачиваем. И в третьем ряду будем вязать так. Кромочную снимаем, лицевую петелечку провязываем лицевой за переднюю стенку, затем выполняем снова накид к себе, подхватываем петлю с накидом и их переносим, не провязывая. Лицевая за переднюю стеночку, затем накид к себе. Обратите, рабочая ниточка перед работой, и подхватываем вот петлю с накидом и просто переносим. И повторяем: лицевая за переднюю стеночку, накид к себе, подхватываем петлю с накидом, переносим. Лицевая и петлю с накидом переносим. Лицевая, накид, петлю с накидом переносим. Так мы вяжем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение третьего ряда, провязываем лицевую за переднюю стеночку, выполняем накид к себе, подхватываем петлю с накидом, переносим, не провязывая.
кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Третий ряд мы закончили, работу переворачиваем, и в четвертом ряду мы будем вязать так: кромочную петлю снимаем, провязываем лицевую за переднюю стеночку, провязали. Затем у нас вот 2 накида, первый и второй, и петля. 2 накида с петлей мы провязываем вместе изнаночные, провязали, и чередуем лицевая за переднюю стеночку, а петлю с 2 накидами провязываем изнаночной. 1 лицевая за переднюю стеночку, петлю с 2 накидами изнаночной, лицевая и петлю с 2 накидами изнаночной, лицевая, вот оба накида и петелечка, провязываем изнаночной. Так мы выполним до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение 4-го ряда узора, провязываем лицевая за переднюю стеночку, и остается провязать петлю с 2 накидами изнаночной, кромочной изнаночной петлей. Посмотрим, что получилось. Вот хорошо видны уже чешуйки нашего узора, которые получились. Мы с вами провязали 4 ряда узора. Это раппорт в высоту. Дальше повторяем с 1 по 4 ряд. И всего мы свяжем от наборного края 26 рядов ровно. Я продолжила работу. Вот так сейчас выглядит наше полотно. Всего я провязала от наборного края 26 рядов. Для начинающих подскажу, считать можно по кромочным петлям, то есть это 13 кромочных петель. И для того, чтобы продолжить дальше работу, мы с вами будем формировать пяточку. Для этого выделим центральных 10 петель. И будем вязать, чередуя 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой глади. Ну и приступим. Сейчас кромочную снимаем, переходим на изнаночную гладь, провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это петли до центральных 10. 1, 2, 3, 4, 10 петель. Центральных 10 это полотно пяточки. Вяжем так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последнюю 10-ю петлю полотна пяточки, вот она, провязываем вместе с петлей полотна изнаночной. Провязали. Работу переворачиваем. Первую петелечку снимаем, и сейчас мы будем вязать только 10 петель пяточки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а последнюю 10-ю петлю вместе с петлей полотна мы провязываем вместе лицевой петлей. Провязали. Переворачиваем работу. Мы выполнили 2 ряда изнаночной глади, следующих 2 ряда лицевая гладь. Кромочную снимаем и вяжем петли лицевыми, в данном случае за переднюю стеночку петли, чтобы петли не были скрещенными. Довязываем до конца. Последнюю петлю, как и ранее, с петлей полотна вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Работу переворачиваем. Первую петелечку снимаем. Дальше у нас петли уже в изнаночном ряду изнаночные. Провязываем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А последнюю петлю с петлей полотна, как и ранее, мы будем вязать 2 вместе лицевой. То есть вне зависимости, что у нас по рисунку, вот лицевая гладь или изнаночная гладь, здесь у нас петли лицевые.
Ну, повторим наши действия. 2 ряда лицевой глади мы выполнили, теперь изнаночная гладь. Кромочную снимаем и провязываем изнаночные петли. Захватываю заднюю долечку петли, опять-таки, чтобы петли не были скрещенными. Последнюю петлю вместе с петлей полотна провязываем вместе изнаночной. Работу переворачиваем, первую петелечку снимаем, дальше вяжем петли лицевыми. И последнюю 10-ю петлю пяточки вместе с петлей полотна провязываем лицевой. 2 вместе лицевой. У нас начинает формироваться пяточка, то есть полотно у нас заворачивается. Наша задача вязать, чередуя ряды изнаночной и лицевой глади до тех пор, пока на спицах не останется 10 петель. Я продолжила работу. И сейчас на спицах у меня осталось 10 петель. Я вязала чередование рядов лицевой и изнаночной глади. Последних 2 ряда это лицевая гладь. И сейчас хочу показать, что мы будем делать дальше. Получается, мы с вами выполнили вот эту часть, сформировали пяточку. Теперь с 2 сторон нам необходимо будет добрать вот по 10 петель. И дальше продолжить работу, сохраняя чередование лицевой и изнаночной глади. Вот так я не показала полотно пяточки у нас сформировалось. Вот. И сейчас нам нужно перевернуть работу на изнаночную сторону, там, где мы завершали работу. Изнаночный ряд довязывали, и добирать петли мы будем по кромочным ранее связанного полотна. И в изнаночном ряду добирать будем их как изнаночные. То есть я завожу спицу с лицевой стороны вот таким образом под обе долечки кромочной петли и захватываю рабочую ниточку. Первая петля, вторая петля, прям под обе долечки кромочной, третья, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и последняя 10-я петля. 10 петель мы с вами добрали с одной стороны полотна. И будем вязать, сохраняя чередование рядов изнаночной и лицевой глади. Сейчас по рисунку должна быть изнаночная гладь. Соответственно, те петли, которые добрали, мы также будем провязывать изнаночными. Кромочную снимаем и провязываем все петли, которые есть на спицах, изнаночными. Провязали те петли, которые мы добирали, и теперь петли полотна пяточки. Провязали все петли, которые у нас были, и теперь нам также по кромочным петлям необходимо добрать 10 петель. Добираем, уже заводим спицу под кромочную петлю с лицевой стороны. Вот таким образом. Первая, вторая, третья, 4-я, 5-я, 6-я, вот под 2 долечки кромочной, 7-я, 8-я, 9-я и последняя 10-я петля. С обеих сторон уже 10 петель мы добрали. Работу переворачиваем и, сохраняя рисунок, мы должны провязать все петли лицевыми. И провязываем все петли лицевыми.
сначала те петли, которые мы добирали, а потом уже петли ранее связанного полотна. Сейчас мы провязываем второй ряд изнаночной глади. Кромочной, изнаночной. И посмотрим, что получилось. Ну, получается, у нас с двух сторон полотна добавилось по 10 петель. И мы должны дальше продолжить работу, сохраняя чередование. И всего от того места, где мы начали добирать петли, необходимо связать 24 ряда. Продолжаем работу. Сейчас от того места, где мы с вами добирали по 10 петель, ровным полотном мы должны были провязать 24 ряда. И на данном этапе мы делаем измерение. От начала выполнения пяточки, вот сейчас полотно достаточно хорошо у нас тянется. Длина полотна у нас около 15-16 сантиметров. То есть это для размера 38-39, в которых длина стелечки 24-25. Вот это расстояние, которое сейчас мы связали, должно быть равно, приблизительно равно 2/3 длины стелечки. И если же у вас размер больше, то вы вяжете больше, а если же размер меньше, то вам нужно связать меньше, чем 24 ряда. И сейчас мы с вами приступим к выполнению носочной части. Для выполнения носочной части мы будем вязать ряды с убавлениями, а также продолжать чередовать вот наш узор. 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой. Сейчас по рисунку у нас 2 ряда изнаночной глади. Будем вязать так. Кромочную мы снимаем. Сразу после кромочной мы должны сделать убавление. При этом мы должны провязать 2 вместе изнаночные, чтобы петли не были скрещенными. Вот я подхватываю задние долечки и делаю их передними. И после этого эти 2 петли провязываем 2 вместе изнаночные. Затем провязываем 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Следующие 2 петли мы также должны провязать 2 вместе изнаночные. Я подхватываю заднюю стеночку и в следующей петле. И теперь переносим их так, как сняли. И провязываем 2 вместе изнаночные. И еще раз 2 вместе изнаночные. Выполнили. Затем 10 изнаночных. Провязали 10 изнаночных. Остается 2 петли. Им мы также меняем положение долек, возвращаем и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночная. Первый ряд с убавлениями мы провязали. В изнаночном ряду, как смотрят петли. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями и будем вязать его лицевыми петлями. Сейчас кромочную снимаем, провязываем 10 лицевых. Провязали 10 лицевых. Следующие 2 петли мы провяжем вместе лицевой за заднюю стеночку петли, а следующие 2 петли провяжем вместе лицевой за переднюю стеночку петли. Вот таким образом. Затем 10 лицевых. И кромочной, изнаночной петлей.
Ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду все петли изнаночные. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. Это ряд изнаночной глади. Вяжем так: кромочную петлю снимаем, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Как и ранее, мы меняем положение долек и провязываем. Затем 7 изнаночных, провязали. Следующие 2 петли мы провяжем также 2 вместе изнаночные, подхватываем задние долечки и переносим. Провязываем 2 вместе изнаночные и следующие 2 петелечки точно так же провязываем 2 вместе изнаночные. Провязали. Далее 7 изнаночных, и в конце ряда 2 петли мы их тоже провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Кромочную, также изнаночной. Ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду все петли лицевые. Выполняем следующий ряд с убавлениями. Кромочную петлю снимаем, провязываем 7 лицевых, провязали. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку петли, а следующие 2 вместе лицевой за переднюю стеночку петли. Провязали. Затем 7 лицевых, и кромочной изнаночной петлей. В изнаночном ряду все петли изнаночные. В следующем ряду изнаночной глади мы будем вязать так: кромочную снимаем, после кромочной делаем убавление. Как и ранее, мы меняем положение долек и первые 2 петли провязываем вместе изнаночной. Затем 4 изнаночные, далее у нас центральное убавление. Первые 2 петелечки в центре мы также провязываем 2 вместе изнаночной, и следующие 2 петелечки точно так же провязываем 2 вместе изнаночной. Провязали. 4 изнаночные, и остается сделать последнее убавление в конце ряда. Провязываем петли перед кромочной, 2 вместе изнаночные, кромочная, также изнаночные. В изнаночном ряду все петли лицевые. Сейчас мы выполним последний ряд с убавлениями. Это ряд лицевой глади. Кромочную мы снимаем, далее 4 лицевые, следующие 2 петли мы провязываем лицевой за заднюю стеночку петли, а следующие 2 лицевой, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку петли. Провязали. 4 лицевые, кромочная, изнаночной петлей. Последний ряд с убавлениями мы выполнили. После него сейчас мы провяжем изнаночный ряд, как смотрят петли, а потом еще 2 ряда изнаночной глади без убавлений. Мы заканчиваем выполнение носочной части, провязали еще 2 ряда без убавлений изнаночной гладью, и сейчас мы будем выполнять верхнюю часть, и провязывать ее мы будем узором чешуйки. Сейчас кромочную снимаем и провязываем первый ряд узора: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и так до конца ряда. Кромочную в конце ряда мы пока не провязываем, рабочая ниточка перед работой, и кромочную мы переносим, и мы будем присоединять верхнюю часть по кромочным петлям ранее связанного полотна.
И присоединение начнем со второй кромочной. То есть вот эту кромочную мы пропускаем, а начнем присоединение с этой. И в лицевом ряду мы будем захватывать ближнюю долечку петли. Вот таким образом. Возвращаем назад не провязанную нашу кромочную петлю. И эти две петли вяжем вместе изнаночной петлей. Провязали, работу переворачиваем и вяжем второй ряд узора чешуйки. Кромочную мы снимаем, 1 лицевая, накид к себе, изнаночную снимаем, лицевая, накид, изнаночную снимаем. Так мы провязываем до конца ряда. Кромочную петлю мы пока не провязываем. Рабочая ниточка остается за работой. Переносим кромочную. Вот кромочные петли, к которым мы будем присоединяться. Точно так же мы присоединяемся, начиная со второй кромочной. При этом будем захватывать дальнюю долечку петли. Возвращаем назад кромочную. И эти две петли провязываем вместе лицевой петлей. Присоединились. Поворачиваем работу. Кромочную петлю мы снимаем и вяжем третий ряд узора. Лицевая за переднюю стеночку, накид к себе, и петлю с накидом мы снимаем, не провязывая. Таким образом, снова лицевая, накид к себе, петля с накидом снимается. Накид и снимаем петлю с накидом. Рабочая ниточка должна быть перед работой, я ее придерживаю. Кромочную мы переносим, разворачиваем к себе, и уже следующую кромочную полотна мы точно так же подхватываем ближнюю долечку, возвращаем назад кромочную. Обратите внимание, чтобы накид вы не потеряли, придерживайте. И эти две петли вместе изнаночной петлей подтянуть. Присоединились, работу переворачиваем. Кромочную петлю мы снимаем, вяжем четвертый ряд узора. Лицевая за переднюю стеночку и петля с 2 накидами, мы ее вяжем изнаночной. Снова лицевая за переднюю стеночку, а петлю с 2 накидами вместе изнаночной. Так провяжем до конца ряда. Выполнили. Рабочая ниточка за работой. Кромочную мы переносим, разворачиваем к себе. Вот эту кромочную мы уже подхватывали. Теперь в следующую кромочную дальнюю долечку переносим назад не провязанную петлю, и эти две петли вместе лицевой. Выполнили. Давайте повторим еще раз само присоединение. Мы раппорт узора провязали, и теперь будем выполнять первый ряд. Кромочную мы снимаем, вяжем чередование лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную петлю мы переносим, рабочая ниточка перед работой, подхватываем следующую кромочную, при этом берем ближнюю долечку к нам, возвращаем назад кромочную, и эти две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Переворачиваем работу, кромочную мы снимаем, вяжем второй ряд узора. 1 лицевая, накид к себе, изнаночную снимаем. Рабочую ниточку оставляем за работой, переносим кромочную петлю, и вот уже следующая кромочная петля полотна, подхватываем дальнюю долечку, переносим назад кромочную, и эти две петли
провязываем вместе и лицевой петлей. Посмотрим, у нас получается, заворачивается наверх наше полотно, то есть мы с вами должны будем вязать дальше и выполнять присоединение полностью по всем кромочным петлям ранее связанного полотна. При этом выполнять узор чешуйки. Я продолжила присоединение верхней части с обеих сторон. Вот так выглядит наше полотно. Работу мы заканчиваем. Остается закрыть петли. Закрывать я их буду в изнаночном ряду, провязывая лицевыми. Вы можете закрыть любым другим способом, как вам больше нравится. Петли мы закрыли. Остается обрезать ниточку. Наш носочек-следочек готов. Они кажутся такими аккуратными и маленькими, но полотно достаточно хорошо вот тянется. Ну, посмотрим, что у нас получилось в объеме. Сегодня мы с вами научились выполнять вот такую интересную модель носочков-следочков. Использовали оригинальный узор чешуйки. Я желаю вам творческих успехов!